А что если я вам скажу, что в 1989 году был выпущен первый контроллер в мире для управления игрой на расстоянии, типа как PlayStation Move? А еще, скорее всего, вы не знали, что Sega когда-то давно коллабилась с музыкальным центром и выпустила бумбокс-приставку. И вам, наверное, интересно, на кой черт это создали? Дело в том, что маркетинг в 90-х и 80-х был беспощадным. Этот стык эпох породил вот такую штуку и вот такую штуку, а еще вот эту хрень, похожую на BDSM-устройство. В этом видео я собрал самые странные, моментами необычные, но самое главное интересные устройства, созданные тогда, когда креатив был свободный, а желающих творить было немыслимое количество. Прежде чем мы перейдем к самим устройствам, должен подметить, что 90-е и нулевые это было временем зарождения игровой индустрии и стандартов. Тогда еще в помине не было стандартизации, компании делали что хотели. Благодаря этому в течение 20 лет вышло немыслимое количество весьма специфических устройств. Хочу также подметить, что ранние телефоны, которые с кнопками, получились такими разнообразными по той же причине. Давайте посмотрим на две картинки. 20 лет назад разнообразие телефонов было вот такое. Каждый телефон ощущался индивидуально. В этом был шарм. Это практически всегда было плохо с точки зрения практичности, но раньше дизайном умели удивлять. А теперь давайте сравним с текущими флагманами. То ли я дед с приступом ностальгии, то ли это похоже на цирк уродцев. Ладно, я все-таки отошел немножко от темы. Сегодня мы с вами собрались для того, чтобы поговорить про игровые устройства. В то время люди умели мечтать, это особенно ярко выражено в медиа тех лет. Люди мечтали о летающих машинах в 2025 году, мечтали о реалистичных играх, где можно заходить в каждый дом, мечтали о мире во всем мире. И все это было в эпоху тотальной нехватки ресурсов, только задумайтесь. В 1999 году вышли третий Герой и первый Half-Life, а средним железом были Pentium 2 с тактовой частотой 350 МГц, 64 мегабайта оперативной памяти, 16 мегабайт видеопамяти и жесткими дисками на целых 10 гигабайт. И инженеры умудрялись в то время придумывать такое, от чего на то время мозг просто взрывался. Это было время полета фантазии. И теперь мы плавно переходим к экспериментам. В то время никто не знал о максимальных возможностях устройств. Никто не знал, чего точно хочет аудитория, потому что все было в новинку. И тогда была возможность тестировать гипотезы на очень разные темы. И поэтому первым устройством в списке будет Virtual Boy, который явно показывает настроение той эпохи. Virtual Boy — пятая по счету игровая консоль от Nintendo и одна не из многих провалившихся в продажах. Она вышла в 1995 году и была одним из первых прототипов VR-очков. Компания смогла реализовать всего лишь 800 тысяч устройств, что даже по тем временам очень мало. В чем главное отличие от современных VR-очков? В том, что это шлем, который устанавливается на стол перед игроком. Надеть его на голову нельзя. Нужно сесть перед устройством и приблизиться к нему, посмотрев маленькие экранчики, прямо как в кабинете у окулиста. Управление осуществляется через специальный геймпад, а консоль использовала два монохромных дисплея, только красный и черные цвета, которые проецировались на глаза игрока через колеблющиеся зеркала. И какие же были проблемы у Virtual Boy? Первая и основная – играть в Virtual Boy было физически тяжело из-за конструкции устройства. Изображение было красно-черным, что вызывало быструю усталость глаз и даже риск повреждений, особенно у детей. Nintendo официально запрещала использовать устройство детям младше 7 лет. Встроенная система делала автопаузу каждые 20-30 минут, чтобы не переутомлять зрение. Управление осуществлялось через уникальный контроллер с двумя крестовинами. Это, кстати, единственный такой геймпад в истории Nintendo. Работала система до 4 часов, питаясь на 6 батарейках или от внешнего адаптера, а цена на старте была аж $180. Из-за низкого спроса продажи были ограничены только Японией и США. Дополнительные страны для продажи, например, Европа и Австралия, даже не рассматривалось из-за высоких рисков. В то же время было выпущено всего 22 игры в Японии и 14 игр в США, что весьма мало. Уже через год после релиза Virtual Boy был снят с производства, мультиплеерный режим таки не был реализован. Кабель для него просто не успели выпустить. Также подмечу, что компания Blockbuster, известная по видеопрокату в США, сдавала Virtual Boy в аренду за $9.99 в защитном кейсе. Кстати, такие комплекты сегодня очень ценятся коллекционерами. Virtual Boy. See it now in 3D. Это один из примеров, когда маркетинг не спасает ситуацию, а само устройство опережает время. Инженеры как могли пытались выйти из ситуации тотального ограничения мощности железа. И тут-то рыночек и порешал. Людям было сложно понять, как работает устройство, пока они не увидят его вживую. И это в том числе одна из главных проблем продажи этого устройства.
Тем не менее, Virtua Boy внес свою лепту в культурный след. Его неоднократно упоминают в других играх Nintendo, а некоторые до сих пор создают для него homebrew игры. Пусть устройство и не стало легендарным, но оно точно породило свою легенду. Я бы не сказал, что NES Zaper это прям странное устройство. Но учитывая ограничения того времени и как технически оно работает, я решил упомянуть его в этом видео. Все, кто родился в прошлом веке, помнят пистолет, уток и квадратный телевизор. Дело в том, что в основном на постсоветском пространстве такой пистолет продавался на пиратской версии Nintendo Dendy. Кто не знал, Dendy это неофициальный клон третьего поколения Famicom от Nintendo. Но вернемся к оригинальному устройству, так как этот девайс создавался именно для NES. В середине 20 века по всему миру было много световых тиров, но именно NES Zaper одним из первых перенес это развлечение на экраны домашних телевизоров. И японцы явно не прогадали. В основе устройства лежит технология вакуумных фотоэлементов, которая зародилась почти 100 лет назад. Да-да, вам не послышалось, почти 100 лет назад. Дело в простоте идеи. Конструкция любого светового тира предполагала наличие мишени, в которой располагался фотоэлемент, и ствола источника света. Игрок поражал цель, если во время выстрела свет попадал в фотоэлемент. Одним из первых коммерческих автоматов, использующих эту технологию, считается Seburg Ray-O-Light, появившийся в 1936 году. И да, это развлечение появилось раньше первого компьютера. А кто не знает, первый в мире компьютер появился в 1945 году. Весил почти 30 тонн и занимал целое помещение площадью около 160 квадратных метров. Но вернемся к NES Zaper, выпущенный в 1984 году. Для стрельбы в домашних условиях систему пришлось переделать. Когда нажимается спусковой крючок на устройстве всего на один кадр, весь экран становится черным. Затем на следующем кадре все допустимые цели, которые находятся на экране, рисуются белым, в то время как остальная часть экрана остается черной. Если цель поражена, игра определяет, какая из них была поражена, основываясь на продолжительности вспышки, поскольку каждая цель мигает с разной продолжительностью. И самое интересное, что сам процесс вычисления практически не заметен. Вы видите только легкое мигание изображения, которое раньше воспринимали как имитацию дульной вспышки. Интересная деталь, что NES Zaper можно использовать только на ELT-дисплеях. Он не будет работать на ЖК-дисплеях, плазменных телевизорах или других плоских устройствах из-за задержки отображения. И именно из-за этого с появлением современных телевизоров эта технология сошла на нет. Но многие геймеры 80-х и 90-х годов все равно будут ассоциировать свое детство и гейминг тех лет с этой балымбой, с которой было весело стрелять по уткам в Duck Hunt. И это навсегда останется артефактом нашей памяти. Того легкого и беззаботного детства. Это не прям игровое устройство в классическом его понимании. Это скорее коллектабл предмет для кека. В 2005 году индустрия видеоигр переживала эпоху с экспериментами с уникальными периферийными устройствами. Выход культового Resident Evil 4 вдохновила компанию Nobitech на создание одного из самых безумных, узнаваемых и громоздких геймпадов в истории игр — это контроллер в виде бензопилы. Линейка контроллеров в виде бензопилы была приурочена к выходу Resident Evil 4. Существовало две версии: желтая для Nintendo GameCube и красная, иногда описывается как оранжевая, для PlayStation 2. Хотя я даже не уверен, какого она цвета, наверное, ближе к оранжевому. Особого внимания заслуживала коробка устройства. Она была стилизована под окно заброшенной деревянной хижины. Оформление дополнялось бутафорским пластиковым лезвием, которое буквально торчало наружу из окна и было щедро измазано красным томатным соком. Это делало покупку эффектной даже с полки магазина. Основные проблемы контроллера. Несмотря на потрясающий визуальный стиль, пользоваться устройством по назначению было сущим мучением. Играть с этим контроллером было крайне неудобно. Кнопки, стики, курки были раскиданы по корпусу самым неэргономичным образом. Аналоговые триггеры находились под разными углами на рукоятках. Например, кнопка Z была утоплена в специальное углубление на корпусе, до которого приходилось буквально дотягиваться. Основные функциональные кнопки были слишком маленькие и располагались неинтуитивно, чуждо для классических аркадных или шутерных раскладок. Интересный факт. Изначально инженеры планировали встроить внутрь корпуса звуковой чип, который издавал бы рев бензопилы
по нажатию на газ. Однако от этой идеи отказались на этапе разработки. Постоянный громкий визг мотора быстро бы надоел игрокам и заглушал бы атмосферный саундтрек игры. Управлять главным героем Леоном с помощью этого девайса было невероятно сложно даже в рамках задуманной разработчиками Resident Evil 4 механики. Тем не менее, энтузиасты и контент-мейкеры до сих пор бросают себе вызов, пытаясь проходить на этом геймпаде куда более динамичные шутеры, вплоть до Call of Duty Black Ops 2, что превращает обычный геймплей в цирк. Всего было произведено 50 тысяч экземпляров устройства, каждый со своим уникальным серийным номером. Несмотря на неудобства, со временем это устройство стало желаемым предметом среди коллекционеров. А среди фанатов он получил звание одного из самых безумных, но запоминающихся периферийных устройств в истории видеоигр. Отниму у вас буквально 15 секунд времени. Подписывайтесь на мой телеграм-канал, чтобы получать больше уникального контента и бэкстейджев. А если вам нравится мой контент и вы хотите меня поддержать, то жду вас на Патреоне. Все, не отвлекаем. Следующая штука — это первый аналог Steam Deck, ну или для тех, кто постарше, консоли моей молодости PSP. А название этой шайтан-машины — iQ Player. iQ — это компания, которая занимается локализацией, лицензированием и продажей продукции Nintendo в Китае. Раньше Nintendo не имела права продавать свои консоли в этой стране, и ей приходилось прибегать к услугам посредников. На первый взгляд может показаться, что это просто футуристичный контроллер тех лет. Справедливости ради, тогда на полках магазинов часто лежали китайские подделки геймпадов с подобным дизайном. Правда, они были капец какие неудобные, но то, пожалуй, совсем другой разговор. Так вот, внутри этого геймпада находилось специализированное железо для запуска игр Nintendo 64. То есть да, по сути туда засунули Nintendo. А еще они выбрали интересный способ дистрибьюции новых игр. В комплекте шла специальная карта памяти, а для покупки игр вам нужно было найти терминал iQ Depot, который похож на банкомат. Далее нужно было вставить в этот терминал карту памяти, купить игру, после загрузить ее на специальную карту памяти и только после этого запустить на вашем устройстве. Должен подметить, что позже для удобства был запущен сервис iQ Home и выпущен кабель для ПК, чтобы можно было покупать игры из дома. Но как исторический артефакт это выглядит весьма забавно, особенно учитывая, что нынче у нас есть Steam. Но вернемся к рассказу. iQ Player был выпущен 18 ноября 2003 году в Китае. Компании эта идея показалась чем-то революционным, и они планировали запуск во всем мире. Но после тестирования в Китае весь план релиз отменили. Дело в том, что консоль получила умеренную популярность и не оправдала ожидания. Причиной такого явления, помимо неудобной дистрибьюции, было очень маленькое количество игр. Из всей библиотеки Nintendo было доступно только 14 игр, что крайне мало для подобной приблуды. А теперь на добивочку, вы будете удивлены. Производство и продажи iQ Player прекратились только в 2013 году. А сервисы дистрибуции игр закрылись только в 2016 году. То есть Nintendo посчитала этот проект успешным, раз столько лет не закрывала поддержку. А с другой стороны, а почему бы и нет? Раз покупает, то можно и продавать. Немного киберпанка в нашей вечерней передаче. В 80-х и 90-х годах люди часто фантазировали, как будут выглядеть игровые устройства в 2025 году. Хоть сейчас это звучит смешно, раньше полет фантазии был очень креативным. Перчатка Power Glow напоминает футуристический девайс из очередного киберпанк-романа Уильяма Гибсона. По задумке инженеров, Power Glow должна была произвести революцию в игровой индустрии. Устройство первым в мире предложило пользователям управление движением. Такой себе PlayStation Move, только выпущенный в 1989 году. Однако устройство не нашло своей аудитории и не сыскало популярности. Сейчас подробнее объясню почему. На перчатке находится несколько кнопок и крестовина. В устройстве также встроены два динамика с частотой 40 кГц, а управление завязано на передаче звука от динамика в перчатке до крепления, расположенного на телевизоре. Оно распознает сигналы и определяет местоположение гаджета. Даже технологически это звучит как что-то дикое. Дело в том, что человеческое ухо не воспринимает настолько высокие частоты, и по задумке мы не должны были слышать шум. Но работает в реальности это немного не так. Вы будете постоянно слышать тонкий писк, который давит на голову. А еще любой внешний шум сбивает работу системы. То есть в шумной компании это устройство просто не работало как надо. По играм. Специально для Power Glow создали только две игры: головоломку Super Glow Ball и Action Bad Street Blow. С помощью перчатки можно было играть и в обычные игры для NES, но из-за плохой реализации процесс оказался слишком дискомфортным. Движения считывались неверно, либо с задержкой.
Но даже с тем, что Power Glove не была идеальна, эта перчатка оставила свой след в мировой поп-культуре. Ее можно увидеть в ряде музыкальных клипов и даже в кино. А еще это просто крутой артефакт того времени, который даже сейчас вызывает приятное удивление от полетов фантазии инженеров. Вот чем мне нравится компания Sega, так это смелой рекламой в 90-х годах. Но это не единственная их положительная черта. В то время коллаборации и эксперименты были чем-то абсолютно понятным и логичным. Ведь данных анализа нет, статистической выборки тоже. Так что в принципе можно тестировать вообще что угодно. И вот Sega решила, что лучшей идеей будет сколлабиться с производителем бытовой электроники. И именно так Свет увидел гибрид музыкального центра и Sega. Я решил выделить конкретно Aiwa Mega CD, так как это один из наиболее заметных результатов подобной коллабы. Чтоб вы понимали, это гибрид бумбокса и Sega Mega Drive. Если что, бумбоксом в те времена называли CD-проигрыватели и магнитофоны. Так вот, за выпуск устройства отвечала японская компания Aiwa. Этот агрегат мог воспроизводить CD-аудиодиски, аудиокассеты, диски для Sega Mega CD и картриджи для Sega Mega Drive. Такой вот себе мастер на все руки. Комбайн состоял из двух модулей, собственно сам бумбокс и док-станция для установки картриджей. Эти модули соединяются с помощью специального кабеля. Консоль бумбокс оснащена трехкнопочным геймпадом, что на самом деле странное решение, ведь обычная Sega Mega Drive уже несколько лет имела в комплекте контроллер с 6 кнопками. К сожалению, гибрид не стал хитом, хотя сама идея таких объединений мне нравится. Прикиньте, колонка, геймпад, тостер. Вот это комплектик. Но вернемся к нашему чудо-устройству. Тираж был небольшой, как для 1994 года, и стоимость была выше, чем у новенькой PlayStation. Естественно, что при таких характеристиках и при конкуренции с плойкой оно просто никому не было нужно. Но с другой стороны, такие приблуды вызывают у меня странное чувство ностальгии и теплоты, хотя я родился на 2 года позже, чем вышла эта приставка. Следующее устройство по факту создавалось больше для коллекционных полок, чем для реальных игровых условий. И в 2004 году японская компания Hori выпустила официальный контроллер в форме катаны для игры Анимуша. Не бейте меня, пожалуйста, за произношение названия игры. И честно, это до сих пор выглядит как что-то офигенное, что хочет каждый пацан лет так 30-40. Устройство называлось Soul Controller и представляло собой беспроводной меч длиной почти метр с золотыми вставками. Также в комплекте шла декоративная подставка. Катана была оснащена сенсорами движения, игрок мог махать ей в воздухе, имитируя удары из игры. При этом на рукояти находились стандартные кнопки от DualShock 2, чтобы можно было переключаться на обычное управление, если устанешь размахивать мечом. Про эргономику, понятное дело, речи не идет, это больше технологические кнопки. Основная проблема этой катаны. Контроллер выглядел эффектно, но играть с ним было крайне неудобно. Сенсоры движения работали не всегда точно, а кнопки на рукояти были мелкими и тесно расположенными. Держать катану и нажимать нужные кнопки в нужный момент было тяжело, особенно в динамичных сценах, но это не мешает некоторым пробовать играть на катане и в другие игры, например в Call of Duty. Работал контроллер от 3 батареек, которых хватало примерно на 5 часов. Цена на старте была внушительной, целых $150, что на момент 2004 года было дороже многих устройств и даже некоторых консолей. Выпуск в США оказался ограниченным, и массового успеха не случилось, но как будто бы особой популярности и не ждали. Это больше маркетинговый продукт для продвижения игры. Такая себе коллекционка для любителей поставить красивую штуку у себя на полке. Это был первый продукт Hori, выпущенный на американский рынок. Сегодня катана контроллер стала редким коллекционным экспонатом. На аукционах его продают от $300 до $1200 в зависимости от состояния. Некоторые экземпляры до сих пор продаются в оригинальной упаковке и смотрятся не как игровое устройство, а как настоящий музейный экспонат. И смотря на такие штуки, я задумываюсь о том, что раньше как-то больше запаривались над вау-эффектом во время маркетинговой кампании. Я бы даже сказал, что умели удивлять. Но прежде чем это видео закончится, мы разбежимся и наша жизнь пойдет дальше, я хочу вам сказать спасибо, что досмотрели до этого момента. Мне лично было очень интересно вернуться в прошлое и немножко поностальгировать по тем ушедшим временам. Надеюсь, вам тоже. Подписывайтесь, ставьте лайки, залетайте в Telegram и на Patreon. Мне очень нужна ваша поддержка. С вами был Вадик Пархом. Ставлю точку, но не прощаюсь.